Путин случайно раскрыл ужасную гостайну и заявил, что готов хоть сегодня нажать кнопку. Такого позора еще не было, на ПМФ случилось страшное. Путин захватил 4 Украины, официальное заявление. В Минобороны после его слов призвали срочно заканчивать войну. Зетники в ужасе и панике. Диалог начался, Зеленский поговорил с Путиным, лидеры обменялись репликами. Кремль задели за живое, катастрофу признали на государственном уровне. В США испугались ответа Москвы. Теракт в Украине, новая тактика отложенного взрыва. Россия снова бьет по детям. Это и многое другое к вечеру пятницы, 5 июня. Вечер пятницы – время отдыха, но перед этим все самое важное за день. В эфире Нехта, я Степан Путила, а вам спасибо, что с нами. Начинаем. Выступление Путина на ПМФе пошло не по плану. Хозяин Кремля опоздал на 1,5 часа, а вместо обещанных исторических больших и важных заявлений и реакции на письмо Зеленского зрители получили бред с листочка. Очевидно, что важнейшим фактором глобальной трансформации является именно технологический прогресс. Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах. Более того, без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен. А еще на форуме, где выступал Путин, произошло самоубийство. С собой покончил робот. Зато накануне хозяин Кремля аж 2 часа беседовал с журналистами, разговорился и наговорил такого, что вызвал ярость даже у своих самых преданных сторонников. Главный хит дня, а вернее информационная бомба, это безусловно страшная гостайна про Орешник и Сарай. Открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все, куда легло. Военкоры в ярости. Помните, как вся телевизионная мразота, закатывая глаза, взахлеб рассказывала, какие суперстратегические предприятия мы этим орешникам расчили? Сегодня президент Путин подтвердил, что действительно били по сараям. Красиво их об***ли. Выходит, что Путин опять обсараился? Хочу отметить, что президент получил глубоко неправдивый доклад на эту тему. Такие же доклады он часто получает по ситуации на фронте. Но я не думал, что вранье отдельных военачальников настолько далеко зашло. В связи с этим я вынужден публично призвать срочно заканчивать СВО. Но зачем же было тратить десятки миллионов долларов на сарай? Прокатиться на Орешнике, протестировать его можно всего за 500 рублей. В Питере открыли такой аттракцион. Но Путин, кажется, останавливаться пока не собирается, хоть и уже изрядно подтупливает и зависает, как старенький компьютер, рассказывая о реальной ситуации на поле боя. Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом. У нас вот в Запорожской области, там километрами каждый день продвижение. Только не километрами, а метрами. И не каждый день, а раз в месяц. И не продвигается, а отступает. Ну а вообще Путин, наверное, забыл, что давно захватил уже аж 4 Украины. Вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Для сравнения, вся территория Украины в 4 раза меньше, 603,5 тысячи квадратных километров. Но Украина не хочет вечной войны и предлагает ее закончить, заявил Зеленский. В своем открытом письме он предложил Путину закрытую встречу 1 на 1. Украина предлагает закончить войну в формате между нами и вами. Я предлагаю вам встречу. Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, как минимум, можно и нужно было бы сказать, слава Богу, что все закончилось.
Правда, встречаться с Зеленским Путин пока, кажется, не намерен. Если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это. Ага, кто туда сейчас полетит? Там опасно, там дроны летают. И вообще, начинает Путин все сам, а хотеть заканчивать должны другие. Но... Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором, войной без реальной причины. Именно так это запомнит история. Не бойтесь выйти из войны, это главное, что сейчас от вас требуется. Но что Путину стоит говорить? После рекордной серии ударов по НПЗ он заявил, что Россия обладает уникальным опытом в ПВО. Действительно, такого опыта не сбивать ничего ни у кого нет. Губернатор Питера не даст соврать. Дроны же до ПМФ не долетели. Их безопасно приземлили прямо на Петербургский нефтяной терминал. Система наша противовоздушная оборона и наши силовики показали свой класс, как они умеют работать. Но Путину хоть дрон в глаза, все божья роса. Только Господь знает, хватит нам здоровья и мне, и вам, и всем здесь собравшимся для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра, и тем более решать какие-то стоящие перед нами задачи, добиваться целей, которые мы перед собой ставим. Ну а в остальном, конечно же, все по плану Украины. Но и вам придется гораздо больше бороться за свое существование, не России, а ваше личное. Это не угроза от меня или Украины, это факты российской истории, которые вы хорошо знаете. Когда Россия устает, происходят перемены. На письмо Зеленского Путину президент уже отреагировал, правда, речь о президенте США. Путин и Зеленский очень хорошие люди. Будет отлично, если они встретятся. И Трамп не был бы Трампом, если бы не добавил про свои джавелины, забыв, правда, как они называются. Без вооружения, которое я им предоставил, Украина не продержалась бы и 1-2 дней. Помните те противотанковые ракеты, когда российские танки застряли в грязи, и они их обошли, и... Бум-бум-бум! И они были предоставлены вашим покорным слугой. Я говорил, Обама дал им простыни, а Трамп дал им противотанковые, самое смертоносное оружие. Ну а Путин тем временем заявляет о готовности нажать на кнопку. Достаточно, знаете что, это не шутка, только нажать кнопку, и газ пошел. Это его все еще Северный поток так не отпускает. А еще он в прострации, ему все время мерещится единое пространство от Лиссабона до Владивостока. И тогда это было бы реально большое, огромное экономическое пространство, как когда-то Де-Голь говорил, от Лиссабона там до Урала, он говорил, но на самом деле до Владивостока. Но это невозможно сделать сейчас. Это просто технологически сейчас не сделать. Интересно, а почему? Он не задумывался? Или, может, вы подскажете в комментариях? Вторжение в Украину стало для россиян стратегической катастрофой. Это слова не только Зеленского в открытом письме Путину, но и госсекретаря США. Эта речь Марко Рубио задела Кремль за живое. Они совершенно точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день, и, возможно, даже военным путем никогда не смогут достичь тех целей, которых они сейчас требуют на переговорах. Рубио отметил, что в Москве все больше осознают невозможность достижения заявленных целей. И нервишки шалят. Лавров уже решил перевести стрелки. Мол, вообще-то была война Байдена, а стала войной Трампа. Да-да, не Путина. Может быть выгодно нашим американским коллегам тянуть с давлением на Украину, а тем временем под эту сурдинку, значит, продолжать экономическое давление на нас. Короче говоря, Россию опять надули, нагло обманули. Но у Путина есть своя надежная, проверенная информация из докладов. И что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует. Но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. А реальная ситуация, напомним, такова. И не меняется уже 5-й год. Что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. Помните дух Анкориджа, о котором так тепло говорил Путин и Лавров? Так вот, в Вашингтоне его, похоже, выветрило окончательно. Палата представителей США одобрила помощь Украине и новые санкции против России. 226 голосов «за». И к демократам присоединились 18 республиканцев, то есть часть партии Трампа пошла против своего же руководства. Внутри больше $1 миллиарда Киеву помощи на безопасность, еще до 8 миллиардов кредитов на оборону и пошлины до 500% на российские товары. Простыми словами, продавать российское в США станет
станет почти бессмысленно. Но открывать шампанское пока рано. Это пока только нижняя палата. Дальше Сенат, а его контролируют республиканцы. И там, как пишет Associated Press, без личного «да» Трампа законопроект, скорее всего, застрянет. Сами авторы почти не скрывают. Голосование нужно было как сигнал показать, что поддержка Украины в Конгрессе никуда не делась. Дойдет ли сигнал до адресата? Вопрос уже к одному непредсказуемому человеку в Белом доме. Я люблю решать проблемы по одной. Мы разберемся с Исламской Республикой Иран, а потом на обратном пути сделаем небольшую остановку и займемся Кубой. А еще Трамп хочет отказаться от передачи Германии томагавков из-за реакции Путина. Причина, по данным политика, почти комичная. В администрации президента США боятся, что Москва сочтет это эскалацией и ответит. Есть и вторая причина, банальная. Своих томагавков у США поубавилось. Тысячи ракет ушли в первые недели войны с Ираном, а на восстановление запасов, по словам главы Пентагона, уйдут месяцы и годы. Россия объявила террористами правозащитников из «Мемориала», а сама в эти же дни делает вот что. За 4-5 июня под российскими ударами по Украине погибли больше 13 человек, десятки ранены. В Броварском районе под Киевом дроны ударили по пищевому предприятию, 4 погибших, завалы еще разбирают. В Павлограде 2 погибших и разрушенный жилой дом. В Конотопе Сумской области под удар попал жилой квартал. Погибла 94-летняя женщина, ранены 11 человек. И отдельно о новой тактике террористов. По данным мониторингового канала Е-Радар, россияне начали бить искандерами с кассетной начинкой, которая детонирует через 20-30 минут после удара. Расчет простой и страшный — накрыть тех, кто приедет на место уже после взрыва. Спасателей, врачей, соседей. То есть удар специально настроен на повторное убийство людей. И еще одна тактика — бомба, которая взрывается не у получателя, а по дороге к нему, чтобы под удар попало большее количество людей. В Оболонском районе Киева сдетонировала посылка прямо в сортировочном центре почты. Погиб 59-летний работник, 2 ранены. Прокуратура возбудила дело по статье о теракте, расследует СБУ. И кто же здесь во всем этом террорист? Напишите в комментариях. И спасибо, что досмотрели до конца. Встретимся уже утром.